Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить ПП Наполеон. Это многослойный тортик с невероятным сливочным вкусом и ароматом. Я постаралась сделать Наполеон мягким и при этом с легкой хрустинкой в коржах. Смотрите видео до конца, и вы узнаете все секреты приготовления этого полезного тортика. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Итак, соединяем ингредиенты для коржей. Нам понадобится 3 яйца, 370 грамм полбяной муки, подойдет также цельнозерновая пшеничная или овсяная мука собственного приготовления, 70 грамм миндальной муки, ее тоже можно приготовить самостоятельно, 9 грамм разрыхлителя, 1 грамм соли и 60 грамм масла ги. Можно использовать любое масло, устойчивое к высоким температурам. Но масло ги здесь идеально, так как оно дает невероятный сливочный вкус и аромат. На моем канале уже есть видео о том, как можно очень просто приготовить масло ги из обычного сливочного масла в мультиварке. Получается пока совсем рыхлое тесто. В него нужно постепенно добавлять воду по 1 столовой ложке. Смотрите, нам нужна такая консистенция, при которой тесто будет собираться в комок и не будет крошиться. Но при этом тесто не должно слишком липнуть к рукам. Воды может уйти от 10 до 120 грамм. Это количество очень зависит от размера яиц и от степени помола муки. У меня в общей сложности ушло 80 грамм воды. Если вы переборщили с водой и ваше тесто стало слишком липким, просто добавьте немного муки, также по столовой ложке. Из полученного теста формируем 7 одинаковых по весу комков. У меня получается по 110 грамм каждый. Укрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 30 минут, но можно даже на ночь. Тесто настоялось, теперь можно раскатывать коржи. Раскатываем максимально тонко, около 1–1,5 мм. И это обязательно нужно делать на силиконовом коврике или бумаге для выпечки. В общем, там, где вы будете выпекать, потому что перенести такой корж на противень, не повредив его, не получится. И, кстати, на этом этапе, если вы чувствуете, что тесто крошится, добавьте ложку воды. А если тесто слишком липнет к скалке, добавьте ложку муки. Вырезаем круг нужного диаметра, у меня это 18 сантиметров. Обрезки собираем, формируем в комок, они нам еще потребуются. Переносим на противень и накалываем вилкой всю поверхность коржа, чтобы он не вздувался в процессе выпечки. Отправляем выпекаться примерно 18 минут при 175 градусах Цельсия. В это время на другом коврике раскатываем следующий корж. Вообще, для того, чтобы не терять времени и непрерывно выпекать, очень удобно иметь под рукой 2 противня и 3 коврика. Технология такая. Первый корж печется половину своего времени, это 9 минут. В этот момент мы ставим второй корж и раскатываем третий на третьем коврике. Еще через 9 минут достаем готовый первый корж и на этот же противень кладем третий. На освободившемся коврике раскатываем следующий корж. Таким способом на выпекание всех коржей уходит максимум 1 час 20 минут. И высший пилотаж за это время успеть приготовить крем. Смотрите, еще момент, пока вы выпекаете первые коржи, тесто для последующих может немного подсохнуть. Не бойтесь добавить немного воды, если оно начало крошиться. Из остатков теста получится еще 2 коржа. Один мы выпекаем таким же образом. Это будет наш 8-й корж. А второй раскатываем произвольно и нарезаем на печеньки. Они нам пригодятся для обсыпки. Также переносим на противень и выпекаем 18 минут. Вот такие получаются коржики. Они немного уменьшаются в диаметре в процессе выпечки. Иногда могут получиться неровные. В этом случае нужно положить их под пресс.
Это должна быть плоская тарелка или разделочная доска, а сверху любой груз. Когда корж остывает, он приобретает правильную форму. Из таких ровных плоских коржей намного проще будет собрать торт. Можно оставить коржи под прессом до готовности крема. А вот так испеклось наше печенье. Оно легко ломается, и сейчас мы будем его измельчать. Перекладываем печенье в блендер и измельчаем так, как вам больше нравится. С крупными кусочками или, может быть, в мелкую крошку. Все варианты выглядят прекрасно на этом торте. Итак, приступим к приготовлению крема. Нам понадобится 4 желтка. Их соединяем в блендере с небольшим количеством молока. Суммарно молока понадобится 470 грамм. Добавляем 14 грамм кукурузного крахмала и 40 грамм сухого молока. Измельчаем до однородности. Оставшееся молоко в ковшике нагреваем до кипения и в горячее молоко, тщательно помешивая, вливаем получившуюся желтковую смесь. Прогреваем смесь до загустения на среднем огне, постоянно помешивая. Температура готовности крема 84-86 градусов Цельсия. Вот такая консистенция должна получиться. Добавляем в горячий крем 28 грамм масла ги. Опять же, можно добавить и кокосовое, но именно масло ги дает самый правильный аромат этому торту. Сюда же добавляем 20 грамм подсластителя. Кстати, в этом рецепте его легко заменить на любой натуральный сироп или мед, уменьшив на такое же количество вес молока. И сюда же добавляем 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. Если вы еще не пробовали готовить с натуральной ванилью, очень рекомендую попробовать. Мне часто пишут в отзывах, что именно эта ваниль делает торты по-дорогому ароматными и особенно вкусными. Ссылку на нее я оставлю в описании. После остывания крема добавляем в него 300 грамм рикотты. Тщательно размешиваем. Вот и все, крем готов. Вот такая у него получается консистенция. Можно приступать к сборке торта. Для этого идеально подойдет разъемное кольцо, потому что коржи немного уменьшились при выпекании. Хорошо, если есть возможность отрегулировать диаметр формы под готовый корж. Если нет, то можно использовать плотную ацетатную ленту без кольца. Выкладываем корж. Кстати, для фиксации торта на подложке капните немного крема под корж. На корж выкладываем примерно 100 грамм крема и разравниваем лопаткой. Для точности измерьте общий вес своего крема и разделите его на 9. Именно столько равных частей крема нам понадобится. Выкладываем следующий корж. Хорошо прижимаем. Кстати, если ваши коржи пока не совсем ровные и вы не уверены, хорошо ли они соединились между собой, можно, собрав торт, оставить его пропитываться под пресс. Вообще у этого торта возможно несколько степеней пропитки. В конце видео я покажу вам их все. После 3 часов пропитки коржи будут еще очень хрустящие, как печенье, но при этом суховаты, и торт трудно разрезается. Этот вариант я не рекомендую. Через 6 часов торт имеет среднюю пропитку, остается немного хрустящим, уже хорошо разрезается. А через 12 часов торт полностью пропитан и уже почти не остается хрусткости коржей, они идеально сливаются с кремом. Выбирайте степень пропитки на свой вкус. Знаю, что по поводу идеального Наполеона есть разные мнения. Последний корж тоже обязательно промазываем слоем крема. Укрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 3, 6 или 12 часов. И немного крема у нас остается, он нам понадобится для покрытия готового торта. Обязательно укрываем его пищевой пленкой в контакт и храним в холодильнике. Торт готов. Снимаем с него форму и ацетатную ленту. И покрываем тортик кремом сбоку. Там бывает остаются зазоры, которые обязательно нужно закрыть.
И, конечно, к свежему крему лучше прилипает посыпка. И покрываем сверху, чтобы выровнять поверхность. Немного выравниваем лопаткой или шпателем, но здесь не обязательно добиваться идеальной гладкости. Посыпать торт крошкой удобнее всего над большим противнем, так как печенье неизбежно будет сыпаться. Покрываем торт сверху и сбоку. Старайтесь хорошо прижимать крошку. Вот такой нежный тортик у нас получился. Я его оставила без декора. Напишите в комментариях, чем вы предпочитаете украшать Наполеон. Давайте его разрежем. Как я и обещала, я разрезаю торт через 3 часа пропитки, чтобы показать вам его самый хрустящий вариант. Коржи еще твердые, как печенье, и при разрезании даже немного ломаются. И разрезаю тортик через 6 часов. Нож по-прежнему с небольшим усилием проходит через торт, коржи еще твердоваты. Но посмотрите, разрез ровный, коржи не ломаются. Когда надкусываешь такой кусочек, он в целом мягкий, но в коржах ощущается легкая хрустинка. А через 12 часов торт уже полностью пропитан, как единое целое, мягкий и сочный. Этот Наполеон имеет насыщенный сливочный вкус. Думаю, он понравится всем любителям этого торта. Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!